Всем привет! Сегодня у нас на распаковке вот такая коробочка с Амазона. Снова это Амазон, и снова фиг поймешь, что у них там вообще пришло, потому что они часто вообще присылают уведомление, что посылка доставлена, а она вообще не доставлена. И иногда бывает, они присылают уведомление, что посылка вручена, а она вообще не вручена, либо ее кто-то подкинул под дверь, там идешь, ищешь, либо куда-то засунута в почтовый ящик. Ну, в общем, короче говоря, у них там вечный хаос, но тем не менее, вроде бы пока все работает хорошо, и прям вот жестких претензий пока что у меня к ним не было. Были нюансы, скажем так. И сегодня мы с вами распакуем вот такую небольшую коробочку, в которой должно быть несколько разных товаров. Разрезаем супер скотч, тейп, ленту. Ага. Что это? Что это? Кто-нибудь знает, что это? Давайте посмотрим. Малюсенький проводусенька. Микро-USB. То микро-USB. Проводусенька. Ого, прелесть. Можно выключить микро-USB. Это уже просто супер мило. Что у нас тут? Тут какая... Ага. Это Raspberry Pi. Я даже не знаю, это целый компьютер Raspberry Pi? Или это какая-то платка от него? Угу. Ага. Это у нас, знаете что? Это набор. Набор разных вещей для Raspberry Pi. Супер малюсенькая отвертусечка. Микро HDMI to HDMI. Сейчас я покажу поближе. Я, честно говоря, впервые такое вижу, но, видимо, оно существует. И оно установлено. Это, короче, компактная Raspberry Pi. Кстати, если кто-то не знает, что это такое, это супер дешевый и довольно неплохой, довольно мощный компактный компьютер. То есть вот в этой штуке есть все. Вот есть процессор тут, есть память, короче, здесь все есть, и даже какие-то вот разъемы, HDMI, пожалуйста. На основе этого компьютера можно делать кучу всяких прикольных вещей, и, собственно, мы частенько делаем. Ну, не то чтобы частенько делаем, но частенько планируем сделать. Все они тоже обновляются, стоит он в районе, разные по комплектации, разные, там, в районе 25 баксов. То есть стоит супер дешево, но это полноценный компьютер, на котором, в общем-то, все можно делать. У нас подобный стоял вместо телевизора, интернет-телевизора, скажем так, просто подключенный к монитору, и там ютубчик посмотреть или какой-то там Netflix. Вот, пожалуйста, очень удобно. Вот, GeekPi. Удобная довольно штука, прикольная, я прям, честно говоря, в восторге. И есть прозрачный корпус к этому Raspberry Pi. Обычно они без корпусов идут, но это такая вот комплектация, в которой есть корпус. И вот так вот все здесь упаковано. И их, кажется, тут два. Два одинаковых должно быть. Два одинаковых тут и есть. Корпус, да, идентичная комплектация, хорошо. Так, вот это вот у нас что? Затрудняюсь ответить. Видимо, что-то тоже мужнина для пайки. Похоже, честно говоря, на маленький обогреватель. Но я не знаю, что это. Но его куда-то можно приклеить и заклеить вот такой вот лентой. Тут не написано, что это. Тут написано, но на каком-то странном языке, кроме DIY, ничего не понятно. Сейчас я гляну, что это. A few moments later. Понятно. Это 5 ватт, беспроводная зарядка для всяких разных устройств. Пожалуйста, телефон хотите, там наушники. И есть куча всяких гаджетов, которые можно заряжать. Но это именно для того, чтобы встроить эту зарядку куда-нибудь. У нас есть интересная идея, как сделать собаку на зарядке, нашу собаку. Мы хотим сделать один прикольный гаджет для нашей собаки. Подписывайтесь на канал, и вы будете знать, что мы будем делать. Так понимаю, муж собирается ее заряжать, этот гаджет, который будет носить собака. В будке она будет этим, пока спит, заряжаться. Да, собака пошла сразу на зарядку. Смешно, но так бывает. Смотрим, у нас тут еще две посылочки. Давайте коробочку выкинем, чтобы она не мешала нам. И распакуем
вот этот No Name. Угу. Что наше суперлезвие недавно вроде поменяла, а уже не режет. Тупое какое-то наше суперлезвие. Я не знаю, зачем муж попросил это, но, возможно... В общем, это такие пластиковые листы. Кстати, на них можно что-нибудь печатать. А, это, наверное, для обтравки, для плат. Вытравливать какие-то платки. Вот такая вот плотные, прикольные листы. Можно использовать под чехол для телефона или под чехол для ноутбука. То есть вот на этот вы клеите какие-нибудь стикеры прикольные и ставите под чехол. И получается какой-нибудь интересный такой вот заклеенный стикерами гаджет. Так, тут прилипло у нас все. Отлипни. Стоит это вот столько, листов тут вот столько. А тут у нас должно быть написано, что это Helping Hand Cert with Magnifier. Третья рука. Я ее ждала, и я знаю, что мы ее получили. Кстати, мы заказывали, по-моему, не одну даже, а парочку. Вау! Прикольно. Всегда хотела такую штуку. Мне кажется, очень прикольная штука. Ну, вообще, это как бы заказывала не я, это заказывал мой муж. И ему эта штука нужна для пайки. Ну, вы знаете, мне кажется, это настолько чудесная вещь, что я, наверное, у него буду иногда ее брать, посмотреть. Потому что, ну, вот реально какой-нибудь клопика рассматривать с освещением, LED-освещение и довольно мощная линза. Ну, это же круто. Это, конечно, не микроскоп, но для таких вот компактных вещей, кстати, очень тонкий кабель, хреновенький. У меня подобный кабель был на кольце, и он довольно сильно при втыкании в USB греется. И там такой же, похоже, был блок управления. Так, ну будем надеяться, все будет хорошо. Смотрим, что у нас тут. Тут у нас подставочка. О, какая красота! Она еще металлическая, тяжеленькая, на силиконовых ножках. Просто чума. Сюда всякий мусор, наверное, скидывать, но почистить это будет довольно сложно. Хотя металлическая, возможно, она не прилипает. Она довольно холодная. Если сюда что-то, расплавленный металл упадет, то он даже не прилипнет. Он моментально застынет и шариком откатится. Ага, вот тут крокодильчики у нас, болтики, шурупчики и отверточка. Давайте, наверное, соберем ее. Раз уж мы тут с вами сидим. Вкручивайся. А как тебя вкрутить? Вот так вот. Блин, прикольная штука. Вот реально классно. Поставить еще предметное стеклышко. Можно каких-нибудь дафней вполне себе рассматривать. Да что ж там, на самом деле даже каплю воды можно рассматривать и каких-нибудь... Ну, дафни, в общем-то, видно и так хорошо, но рассмотреть циклопчиков каких-нибудь, колембал, даже тихоходок вполне в такую лупу можно. Ну, в общем-то, все, что видно невооруженным глазом, можно увидеть с помощью этой штуки. Плохо вкручивается. Не хочу сорвать резьбу. Попробуем в другую закрутить. Так. И вот так. Блин, прикольная штука. Надеюсь, она не будет переворачиваться. Надеюсь, она достаточно будет устойчивая. Потому что, честно говоря, мне прям очень нравится эта идея. Ну, я надеюсь, все, кто когда-либо сталкивался с подобными вещами, уже понял, о чем идет речь и что это за вещь. Вкрутили. Так, прикрутим крокодильчики. Как их прикручивать? Сейчас мы с вами попытаемся разобраться. Понятненько? Понятненько. Вот таким вот образом. А это вкручивается? Так. Что тут какая-то резьба фиговенькая. Может, просто мне силы не хватает. Но вообще силы-то не нужна. А зачем здесь отвертка, кто-нибудь понял? На случай, если вы не докрутили, как я вот здесь некоторые не докрутила. Теперь почти докрутила. Вот этот у меня сильно недокрученный, мы его сейчас докрутим. Некоторые винтики имеют, похоже, довольно некачественную резьбу. Из-за этого, кажется, у нас возникнет проблемка с фиксацией некоторых крокодильчиков. Угу. Так, у нас лишний получается. Крокодильчик лишний и фиксатор лишний. Вот эту штуку мы можем выкрутить, потому что здесь винты, и вкрутить сюда вот этот лишний крокодильчик. Ну, здорово, мы все собрали. У нас есть 4 руки, которыми можем зафиксировать какую-нибудь... Ну, представим, что вот эта платка у нас, да? Вот как-то вот так вот. И сверху, через линзу, смотреть, что мы там паяем.
Вот. Блин, здорово. Ну, я понимаю, что вам ничего не видно, но просто поверьте мне на слово, оно так и работает. Давайте включим его в сеть и посмотрим, работает ли LED-подсветка. Это очень важно, потому что недостаток света – это самое плохое, что может случиться. Воткнули в сеть, а здесь засветилось. Нажимаем. Светит! Представляете, светит. Холодным, смешанным, теплым. С ума сойти, упасть, не встать. Вот видите, холодное, смешанное, теплое. Яркость прибавляется, яркость убавляется, прибавляется. Выключается. Здорово, все работает. Вообще прикольная штука, по-моему. Стоит она вот столечко. Раз уж посвятили ей столько времени, я думаю, что стоит и сказать, где я ее покупала. Я ее покупала на Амазоне, как вы видите по скриншоту. Вот, а на сегодня все. С вами была Виктория Маслакова, Аканагури. Спасибо, что остаетесь со мной. Спасибо, что ставите лайки, пишите комментарии. Я вас всех очень сильно люблю. До новых встреч, друзья. Всем спасибо. Всем пока!